Друзья, в минувшее воскресенье я провел мастер-класс в своем садике. Мы писали пионы. Дина приехала из Санкт-Петербурга. Приличное расстояние. Я очень благодарен, что всегда находятся те, кому это нужно. Даже несмотря на то, что дождь обещали. Кстати, он начался ровно тогда, в то время, когда мы закончили класс. Прям ровно-ровно. Писать с натуры очень всем рекомендую. Уже много раз говорил, что наш глаз видит много больше, чем передает фотокамера или камера телефона. На самом деле не так. Не главное то, что он больше видит. Он видит глаз точнее видит цвет и тональные отношения. Вот в чем дело. Поэтому особенно в обучении важно писать с натуры. Прям очень важно. Следующий мастер-класс я проведу в августе месяце в Гурзуфе. Также меня просили в сентябре провести мастер-класс в Ялте. Возможно, мы и в Гурзуф тоже приедем на один день. Так что записывайтесь и туда. Заранее скажу тем, кто планирует участие в моих классах в Италии. С 8 по 12 октября я жду вас на озере Гарда. Новые локации будут обеспечены. А с 15 по 19 октября я жду вас в Риме. Информация о классах выложена на сайте. Милости прошу, заходите в гости. Там, кстати, продаются мои работы. И акция на некоторые из них. На главной странице вы это увидите. Я очень доволен прогрессу тех, кто у меня занимается в онлайн-школе. Сейчас новый курс идет «Цветение персика». И покажу вам несколько работ студентов, коллег, которые присылают их мне на разбор. Галина К2Г. Слава, давно хотела спросить, а вы писали когда-нибудь Камчатку, Приморский край? Были ли в тех краях? Представляю, какие были бы чудесные работы. Нет, Галина, я не был на Камчатке и в тех краях. Но Тихий океан, с другой стороны, со стороны Америки, я писал. И ощущения совершенно потрясающие. Я не думал, что это как-то отличается от моря. Нет, это волны такой силы накатывают, такая мощь. Я не ожидал. Очень сильный ветер. Не случайно, что зонтики, там я первый купил зонтик в Калифорнии, один человек разрабатывал. И он мне показывал прямо на приборе, какой силы ветра он выдерживает. Я его потом подарил Бато, этот зонтик. Сэр Артемов, мне видится, что в творчестве технические приемы хороши. Главное, чтобы они не были какими-то слишком очевидными, чтобы зритель первым делом видел все же целостный образ, а не набор приемов. Вот тут наброск, тут трафарет, тут губкой прошлись, а тут пальцами размазали. И Лена Мацкив на эту же тему: всегда надо думать про уместность приемов и спецэффектов, чтобы работа не стала выглядеть как уличное шоу с быстрым эффектным результатом. Тут назревает вопрос, а где грань, когда надо остановиться? Это вопрос вкуса, конечно. Согласен, вкуса и задачи, которые у тебя возникают в тот или иной момент, когда ты решаешь вообще двигаться дальше или остановиться. Выполнена ли задача, или она еще новая открылась, да? Вопрос интуиции, как ты следуешь за этим или нет. Вот я на этом классе, который с пионами, да, вот мы вчера там писали, Галина Кочубей сказала, что все, уже закончено, я бы не продолжала. Но, тем не менее, я решил, я говорю, вот вы это видели, я все-таки продолжу, потому что мне важен процесс, и я не чувствую, что я хочу остановиться. Вот эта грань временная, когда сделать нужно стоп, понимаем мы все, что картина в любой момент времени окончена, она разная у всех. Когда этот стоп сделать? Если мы размышляем в рамках коллекции, которые мы показываем, например, собираем там выставку или там из 200 работ, да, то пусть будут на ней работы, в которых я раньше остановился, сильно раньше, в середине, позже.
тогда они будут естественным образом богаче, потому что зрители увидят разные варианты решения, от чистого намека до проработки каких-то там серьезных вещей. По поводу приемов, сэр Артемов, с вами согласен абсолютно. Если человек увлекается только техникой, и особенно если техника слабовата или нет базиса, фундамента, ну, понимаем все, о чем речь, рисунок, композиция, ну и так далее, тональные отношения. Если все это плывет, и тогда уничтожается вся идея этих набрызгов, каких-то там приемов. Но есть художники, работы которых сквозь эти приемы у них сквозит такая глубина понимания композиции и рисунка, что, конечно, снимаешь шляпу перед такими мастерами. И в этом случае приемы не покажутся лишними. А это некий сплав дизайна, ну, такого решения, да, новизны и умения, навыков, понимания живописи как искусства. Сумароков. Насчет тяжелых эмоционально работ есть некое противоречие в ценности и целесообразности их создания художником. Вы показывали работу, где старик держит ноги в тазике и кричит. Вам не кажется, что она пронзительнее и ценнее сотни пейзажей, цветочков? Вопрос, купил бы себе, навряд ли, слишком тяжело, но буду ли я ее помнить? Но буду через год или 5, да, буду помнить. Ну да, конечно, разные задачи есть. Иван Грозный убивает сына своего, Репина. Ну, наверное, вы не повесили бы, и я бы не повесил. Невозможно смотреть без ужаса. Герника и так далее можно перечислять. Это музейные вещи, это крик художника, это что-то важное в его душе происходит. Он рассматривает создание такого произведения как смысл жизни, части жизни. Он хочет рассказать, донести эмоцию, чтобы, по крайней мере, такого, может быть, не повторилось, как ему кажется, но известная мысль, что ад никогда не кончится. Задавайте, друзья, вопросы, новые, интересные, делитесь с друзьями, ставьте, наконец, лайки прямо сейчас. На Бусти, канал, который я развиваю, на этом канале я каждый день выкладываю новые видео со своими работами, как я пишу, набросками. Эссе, кстати, читаю, который сочиняю, вот недавно выложил. Заходите.